Итак, всем доброе утро, день, вечер, смотря что у вас там на дворе. Сегодня пятница, 10 число. Я только что за завтраком прошел эти ивентики. Так, а что я сюда дошел-то, собственно? Только за этим мне путь ветров нужно закрыть. Я же на телефоне все это прошел, на божественно. Па-пам-пара-пам. Так, магазин события. Все скупаем, все, что есть. Так, скупаем все, скупаем все. Скупаем все. Все? Больше ничего нету? Какой ужас. Но ивент прикольный. Так. 40 примагемесов. Почтус. С морой. Блин, сейчас пока загрузится. Что-то нифига не загрузилось в итоге. Эти объявления, блин, почему-то не грузятся нормально. О, все, загрузилось. Так. Начинаем с ежедневных заданий. Кстати, у нас еженедельные боссы все пройдены. Хорошо. Значит, можно будет сегодня побегать по всяким штукам. Так, на телефон мне больше заходить не надо, поэтому переставляем крылышки. Текстушки. Начинаем с ежедневок. Я не знаю, сегодня, наверное, сюжетец надо в какой-то веке попроходить. Так, тут у нас 90-й. А я еще хотел Лайлочку немножко прокачать. Там как раз вон немножечко оставалось. На этого червя сходить. Будет норм. Что у нас с оружием? Хорошо. Ну, еще немножко повысить оружие, сделать артефактики, повысить талантики. Это не сегодня. Ну ничего.
Привет, кабан. Здорово, здорово, мистер Ватсон. А.К.А. Айван. И вообще все бы еще сделать. Да-да-да. Все надо попрокачивать. Если хочешь, можем сходить прямо на артефакты. У меня смола пока еще не потраченная. Да постоянно моры, блин, нет, у меня задолбало. Вот этот вот пылесос для моры. Здорово, пацаны, держите камушек. Главное, мору забирает, а урона вообще нету. Чё он, блин, даже урона нету на нем. А, ты не заходил еще? Ну, ладно. Нормально, нормально. По чуть-чуть урона. Так, и где еще? Где? Ты охерел, что ли? Сейчас я тебя луком. На. Десятка! 10 тысяч, блин. Чего? Ты издеваешься, что ли? Ты каким макаром это сделала? Ты чем это сделала вообще? Бага приехал до 14-го, но он там в Сестрорецке, потом к брату едет куда-то там в какие-то непонятные дали. Так что я только вчера с ним виделся. Не знаю, может сегодня еще пересечемся, но вряд ли. Потому что я в центре буду. Понял, принял, молодец. Спрашивал, жив ты или нет. Так, стоять. Что-то пришло? Нет, ничего не пришло. Я ему тоже так сказал, что ты жив. Жив, здоров, весел, играет в Genshin. Вроде даже жена. Что такое, блин, я только сел, мне тут уже начали писать, ну алло. Пацаны. Где? Здесь. Так, где еще ежедневки? Так, не то. Что, ты на артефакты пойдешь или нет? Мистер Ватсон. Ну вот. Не пришла баннер. Зато она пришла на ивент. Даже несколько раз. С недовольной рожей. Здорово, пацаны. Чё, как дела? Всех свидать. Да блин, дайте ультануть. Не, почему на 2 секунды-то? Она больше заглянула. Она же там несколько раз появлялась. Она вместе с Эмбер там шляется. С недовольной рожей причем все время. Где мой реран? Нате вам, по 200. Ладно, время хутавы. Нет, я не хотел это читать. Я хотел поднять артефакты. Вот так. Аккуратненько поднять артефакты. Все.
Мяу. Где мои ежедневки? Ладно, сделаем 3 густой смол и один 40 смол оставим для босса, для лавочки. А, ты начал запускаться? Ну я как раз последнее ежедневное задание выполню, все. И пойдем делать артефакты. Артефакты нам нужны, артефакты нам важны. Где этот певец опять? Народный. Здорово. Чем ты занимаешься? Я рассказываю интересные истории. Интересно, интересно. Опять, блин, 3 человек расспросить. Даже чтоб вас всех... Можно мне попроще какие-нибудь ежедневные задания, а не вот это вот беготня? Здорово, прекрасный человек. Ну да, какая-то обнова на 200 мегабайт. Это очень интересная обнова. Она обновляет обновление. Так. О, ты вернулся. Да, я вернулся. Вот, на, держи вот эту ерунду. Всё. Я мог бы и не ходить никуда. У меня и так эти письма были. Так уже несколько раз. Все, ура. Add Astra. Thank you for. Пожалуйста. Add Astra. Отлично. Отлично, отличненько. Пум-пум. Все. Все, я готов. Погнали за артефактами. Еще не знаю. Ты должен был уже дойти. Не, мистер Апокалипсис только здесь. Так, мне до сих пор надо... Много мне на самом деле чего надо. Мне нужно добить, блин, сет, блин, 4, чтобы здесь было. А, ты еще обнову качаешь? Она 200 мегабайт. Модем, если что, я вообще по Wi-Fi сижу. Блин, у меня даже ингредиентов нету прокачать все это добро. Так, а что нужно, чтобы это добро прокачать? Так, вот эти сердца, прыгушки и золотые оковы. Ошибись. Идея. Сейчас посмотрим, может на верстаке можно... Пум. Так, один густой смол оставляем. Так, наручники. Наручники эти... Аяка? Нет. Здравствуйте, здравствуйте. Так, 3. 3, что там еще надо было? Там еще какая-то ерунда нужна была, которую у меня тут нету, походу. Кстати, вот это мне тоже для чего-то была нужна.
Так, 5 из 4, 1 из 18 и 2 из 12. Да, не ахти, конечно. А здесь 2 из 6. Зашибись просто, что-то, блин. Материалов как-то нету вообще. Что у деда с артефактами? Скажите мне, пожалуйста. Что за херня, блин? Почему я, блин, все перекачал как-то не так? Почему у него здоровья теперь меньше, блин? Ой, блин, все запутано. Перепутано. Так. Артефакты. Мне нужно добить... Нет. Вот эти артефакты мне нужны. Так что заходь. Что там вообще надо-то? Там нужно пыро и крио. Ошибись, я буду пыро. Хотя, блин, здесь бы пиро добить тоже. Что-то какая-то фигня. Надо, блин, один артефактик поставить из сета. Еще один. Горящий этой ведьмы. Вместо вот этого. Хотя тут бонус пиро урона. Или вместо этого. Хотя тут хп, блин. Каким ты будешь ждуном? Ты не будешь ждуном. Ты будешь мейн-дамагером. Блин, эта штука начинает меня нервировать. В смысле нельзя использовать в этом состоянии? В каком состоянии? Почему кубок нельзя менять-то? Вот это кубок? Ну, и чё? А зачем? Блин, ну там защита, надо его менять. Цветочек только если менять. Таран-тан-тан-тан-тан. Solidify. Могу поменять его на кубок с другим перо-уроном? Ну, да. Как я говорю, мне нужно сет же составить из 4 вот этой горящей ведьмы. И желательно, чтобы это 4 был кубок. Потому что кубок защиты говно. Блин, только не говори, что ты туда полетишь. Зараза, а. Rise. Так я про это и говорю, что все, его надо заменить на ведьму. Даже кристаллик не собрал. Ну просто горящую алму ведьму можно попробовать и скрафтить в этой самой на алхимии. А вот для елани артефакты не скрафтишь, поэтому за ними надо ходить. Вот логика. Все, и сундук мой. Я тебя до сих пор жду. Давай, заходи. У меня еще сюжет сегодня. Надо сегодня сюжетик попроходить. А то застрял, блин. Опа, сундучок. О, да. Для этого деда и убивал. Да что у тебя может там не целое быть? Что так долго-то проверяют? Так, здорово. Раз, два, три, четыре, трындец. Чё, блин, я не запомнил. Не, ну я понял то, что спойлеров тебе не надо. Я спойлерить не буду. Блин, у меня встреча, кстати, не пройдена с Фарузан же, ё-моё, да?
Да, я некоторые эти самые концовки не прошел. Вообще, практически все. Так что начнем, наверное, с этого. Потом уже сам сюжетец. Потому что там трындец вообще столько всего не пройдено. Так. Сначала этот, потом тот, потом этот, потом тот и вон тот. Все, так, я запомнил. Сначала этот, потом вот этот, потом вот этот, потом вот этот, потом вот этот и вот этот. Да? Нет? Что за ерунда? Что за ерунда, блин? Что ничего не проходится? Может, вот эту штуку надо взять? Может, жука надо взять? А, блин, все неправильно сделал. Ой, сложно. Все, так, я все понял. Все делаем так. Невероятные загадки. Опа! Здорово, пацаны. Трындец, вы появились. Here comes the catch. Take flight. Embrace the ice. Time to go. Ура! Сундучочек. What a cute treasure coffin. Сколько у меня там уже накопилось на яку? Чуть-чуть. Чуть-чуточку. 44 и 8. Да. Короче, пойду пока завалю этого летающего петушеру. Петушеру. А ты уже зашел? Ну все, заходи тогда сюда. Ко мне-то можешь зайти, или у тебя уровень мира другой? Да блин, да ё-моё, да что ж такое? Уровень мира не тот. Это не то, то не то. Все. Моя заходить. Здравствуйте, мисс Розалия. Пи-пи-пири-пи-пи-пири-пи-пи-пири-пи-пи-пири-пи-пи-пири-пи. Ну чё стоим, погнали. Погнали, погнали. Погнали.
Ребят, даже ежедневные задания не выполнены. Какой ужас. Зато все острова на 100% пройдены. Так, ну тут нужен огонь и холод. Все, я огонь и холод дал. Ты будешь щит. Все, да прибудут с нами хорошие артефакты 3 раза. My apologies. Shiver. Go. Start over. Мало, мне мало. Not now. Sakura swirl. Mine to come. Lights out. Time to go. Don't be scared. Let me handle this. Давай вот сдуем. Вуу! Зашибись. Густой смол и... Сейчас мне выпадет просто прекрасные артефакты, да? М? О, смотри, перышко какое-то. Говно. Блин! Нет! Нет, я случайно! Нет! Нет, я случайно! Давай еще раз. Моя случайно нажать. Бедная Лайла 50 уровня. Еще 2 раза сюдой. А потом мы с тобой пойдем на летающего петушару в Сумеру. И это не обсуждается. Потому что для Лайлы и тебе надо, и мне. Отлично, все. За этот прекрасный перформанс нам обязаны выдать прямо хороший артефакт. И я должен не выйти случайно еще. Так, отстой. Да. Я быстрее, ха-ха. Сейчас я со спины сразу ульту пущу. Let me handle this. You can't run. My God, stars. Тихо, блин, Путава.
Так, и что там почем? А, все, это последний раз. Последний раз густой смол и ерунда. Да, ну и все, теперь мы идем в Сумеру и идем бить босса, который тебе и мне нужен. Потому что Лайла у тебя не прокачанная, как и у меня. Ничего не знаю. Я специально 40 для него и оставил. Стоп, да начнется великая битва. Просыпайтесь. Мой невероятный урон. Невероятный уронище. Блин, надо Яки еще ульту прокачать. Ну ставь ты свой щит, блин, стоит, тут думает. Не надо взлетать только. Да куда ты взлетел-то, блин, у меня тут ульта. Что ты думаешь, я тебя не достану, что ли? Сейчас перезарядится у меня. Блин, поближе бы стал, он нет. Стоит где-то непонятно где. Наконец-таки он приземлился. Лови. Блин, надо геймпад почистить, что-то, блин, кнопки доедает. Нормально. Вау, шикарно, какое-то перо получили, которое отстой. Все, потратить весь смол есть. Отлично, отлично, отлично. Где моя лайлочка? Вот она. Оружие ей прокачать можно? Почти. Get it together, Layla. You've been studying hard and reading everything you could get your hands on. Well done. But you can't afford to slack off now. The moment you get lazy, you'll fall behind and end up having to postpone your graduation. Spare yourself the humiliation. Humiliation. Все. Да, мора-то нету. Куда я поехал? Ошибись просто. Что там по артефактам у меня? По артефактам у меня там черти что вообще, да? Я так и знал. Куда это ты уехал вообще? Непонятно, куда уехал. Непонятно, куда уехал. Ладно, Вань, большое спасибо. Нужна еще помощь или нет? Или я пошел по сюжету?
А, сам сможешь. Ну ладно. Тогда большое спасибо. За помощь, за компанию. За все штуки. Будем на связи. Итак. А теперь наша ежедневная любимая рубрика. Сольем артефакты ради ничего. Так, мне нужна горящая алая ведьма. Что мы можем туда слить? Так, это фигня. Это фигня. Это тоже фигня. И это фигня. И это фигня. Это точно фигня. Это я не уверен вообще, как бы. Вроде нормально, но вроде и фигня. Как бы это точно фигня. Это, в принципе, тоже фигня. Да и это тоже фигня. Короче, все материалы, которые мы добыли, фигня. И за это я получаю 3 замечательных артефакта этого сета. Так, что я получил? А ХП с ХП, кстати, нормально. И с мастерством стихий. Это отстой. Это так себе. Но вот это нормально, кстати. Вот. Где у нас Хутава, артефакты? Это кубок же был, да? Да, это был кубок. Ну, не на пира, конечно, урон, но зато на ХП. ХП с ХП, и с силой атаки, и мастерством стихий. И моры нету, зашибись. Прекрасно. Замечательно. Великолепно просто. Ой, блин. Где мне вот мору достать, а? Может, чайники купить? Мне хотя бы узнать, какой там 4-й стат будет. Кстати, у Хутавы сет в итоге готов. Да, у Хутавы сет в итоге готов. И получается как раз вот и поменяли то, что надо, да? Да. Во, ну нормально, 228 на 15, короче, сойдет. Дайте моры, блин. Моры нет вообще. Моры можно мне? Все. Кончился. Так, я хочу узнать, какой там стат 4 будет. Не дай бог, это, блин, защита будет. Я просто буду рыдать. Задание репутации? Да, блин, репутацию я уже все прошел. Во, одна новая характеристика. Не дай бог, это, блин, будет защита. Я вас нахер всех... Вообще, зашибись. Отлично. Замечательно. Прекрасно. Шикарно. И ХП, и криты, и прочая херня. Та-та-ра-тан-тан-тан-тан. Подожди, и докачать там что-то надо. 20-ки, 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 20... А, один артефакт докачать и надо. Я могу сразу какой-нибудь вкачанный кинуть, который мне нафиг не нужен? Вот, например, вот эту шляпу дурацкую на ХП и на крит. Нет, я ее не кину. Или вот эти вот дурацкие артефакты, которые, блин, вообще все вот эти дурацкие артефакты. Ага, зашибись. А у меня нету столько моры, да? Ага. Зашибись просто. Ну, неплохо. Короче, 15 на 234. Какая-то хрень. Так. Ладно, давайте дальше. Фарузан тогда продолжим. Для этого нам нужно быть в Сумеру. Нужно больше. Так. Такушки. Я что должен? Через эти, что ли, выбирать? Попадите в академию. Да как нефиг делать. Чё, кстати, по оружию-то, а? По оружию что-то как-то все не очень. У меня и мора для оружия нету.
Да, понятно все. Моры, как обычно, вообще нету ни на что. Куда девается, непонятно. I can't believe she rushed right in after we arrived. She's really headstrong. Угу. No, not really. Madame Farazan is a brilliant scholar. Even Master thinks so. If she's really going to teach me how to read, it'll definitely be much better than me bashing my head against the wall. It's just that she can get a bit too passionate sometimes. I don't know how to handle that. Maybe it's because she wants to take me in as a student? It's just like that researcher said. The academia has completely changed during the 100 years that Farazan was gone. I don't really get it, but it does seem like Haravitat's students aren't optimistic about the prospects of doing research with her. Students who are interested in mechanisms and applications of the elements generally enroll in Kasharawar and Spontamod. Madame Farazan also refuses to accept random students just to make up numbers. She still hasn't found a student she likes. Профессор без учеников. Халявный But препод. she seems to like my attitude toward learning, so she often asks me if I'm willing to become her student. It's because I'm a slow learner that I have no choice but to stay up late and study. It's not that. Madame Farazan respects my choices. She hasn't been trying to persuade me, especially since she knows I need to rest and recuperate. She sometimes brings food to Gandharvaville for me. Now that you mention it, it does feel a bit like that. Да. Kale, traveler, thank you for waiting. The issue has been resolved. Отлично. I argued with the higher-ups and convinced them of the practicality and necessity of educating the general public. If I'm not mistaken, they're the students of my classmates' students. Amazing. Привет, привет, спасибо. Вам хорошего дня. It's just that we need to fill in every single Хорошего page of the пятничного application. дня. It's been a Вечера century, или but the утра. academia is as picky as ever. Let's see now. What do we need to fill in? That's a bit too general, I'd say. After all, this class's target audience isn't toddlers or children, but rather people who already know the basics of reading. As such, we'll need a more specific learning objective. That's true. If we use children's teaching materials, we'll only end up wasting a lot of time on things that students would already know. And you have your job as a forest ranger, Kale. People who attend this course in the future are also likely to have life commitments. Угу. Кроме детских учебников. Master always tells me that practice is the best way to learn. That's why I often ask him to help me find simple books to read. It must have been difficult to get books in Sumeru in recent years, no? Tainari really went the extra mile for you. Expanding literacy is a capital notion. Now that the academia is easing restrictions on the circulation of books, there should be more people who have become interested in reading. So that's next on the list. Fair. Kale, what have you been reading lately? Me? I've been reading light novels from Inazuma. I heard that ever since we were allowed to sell books in Sumeru again, some people set up stalls at Treasure Street to sell light novels. I've been meaning to go there and check it out. Light novels? This is my first time hearing about such a thing, but I doubt I will procure suitable teaching materials from the House of Dana. Treasure Street it is. Wait for us, Madame Farazan. You wouldn't think someone as Вперед, fast на as her is базар! over 100. Let's pick up the pace and catch up to her. Вот она. What a long and mildly ungrammatical title. Is this your first time seeing a light novel, ma'am? Oh, they're the most popular of books nowadays. Would you like me to recommend something? Fine. One shouldn't judge a book by its cover after all. Of course. Why don't you try this one? It's Outlander Brigade, When the Wind of Death Blew Towards the Blonde Samurai. I heard that this book's author describes action in vivid detail. Now I've only skimmed through a few pages, but it feels like it's all fight scenes. Subjects? Predicates? Подлежащие, сказуемые, существительные, прилагательные. The protagonist just ends up fighting in every scene with no proper build-up. Will anyone even enjoy a story that's only comprised of fights?
How about... the good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat Sunsetias to become stronger. A reincarnation isekai story? This is pretty popular right now. Исекай! Isekai? What in the world is that? Also, why does it become stronger by eating Sunsetias? Tropes? Ah, those fictional rules used to push the plot forward, yes? They're definitely effective in achieving a distancing effect. Sorry. Проходил ли я ивент? Конечно, я проходил ивент. Вот только сегодня утром закончил вот этот на музыкальных инструментах. Я, правда, на консоли, блин, вообще не могу, блин, это пройти. Но я отдельно зашел с телефона и на телефоне прошел. А так все там, сюжет и все эти маленькие действия я уже прошел. Очень даже прикольно. Но с жуками было веселее. However, this book doesn't explain how reincarnation correlates to becoming stronger. Such an illogical rule will affect the coherence of the story. Никого не интересует How логика. about this? I had to fight tooth and nail to get this in stock. Oh, that's the latest volume of Onibudo. Now that's a rather normal title length. Oh, Kale, do you like this series? Yes, but I don't like it that much. Madam, are you going to use this series as teaching material? Let me see. The dialogue flows quite well, but there are too many phrases here that I don't Все, recognize. спасибо. Да, какие токсики. Все, блин, дружелюбные. Удачи в магазине с едой. Third eye of perception, illusory mirror, and so on. Aren't these terms that are tied to tropes? Сюжет самого этого ивента, ну да, я прошел. Там всего же там 3 главы. Очень даже прикольный. Спойлерить не буду. It's impossible to derive the meaning of these phrases in isolation. Or did the protagonist purposely create these strange names to disorient their foes? Круто. So there's no deeper purpose. Hi. It's quite hard to understand stories written these days. You're right. It's such a weird book. But you keep wanting to read the next page. Even the most popular book in Sumeru back then had great... Yes! A Bahumano researcher wrote it while researching folk legends. The plot had many twists. The world building was fantastic, and even the writing could withstand scrutiny. Even the sages back then all described the story as a timeless classic. The series must have concluded after so many years, right? Is there a book like that in Sumeru? I've never heard of such a thing before. What's the title? It's called Tales of Shariar. Do you sell it here? Tales of Shariar? I don't think I've heard of that before. About 100 years ago. 100 years ago? Are you pulling my leg? What sort? The legend of Antara is popular to this very day, isn't it? I just heard someone telling it a few days ago in a cafe. If an old story like that is still being shared, then Tales of Shariar must be even more popular. Even if that is the case, I really don't carry that book here in my store. What? Is that because of the Academia's strict control over books in recent years? Да-да-да, вот бой жуков в атаке был прикольный ивент, такой как бы необычный. Mortal Kombat на жуках. Это да, мне понравилось. Вот до этого какой-то ивент был, он не очень такой веселый был. А тут, по крайней мере, в современном сюжетик есть, ну и стандартные эти побегушки. I can't believe they've allowed the people of Sumeru to become so uncivilized. Tales of Shariar. Oh, wait. I think I heard an antique seller on the other end of Treasure Street mention... I mean, it is a book from 100 years ago. Why don't you try asking for it there? Tales of Shariar is considered an antique now? How could the Academia have let such an excellent work of literature be forgotten like this? Traveler, Kale, I'm going to get to the bottom of this. Погнали, все. В антикварный. You asked me why I'm scared of Madame Faruzan, right? It's because I'm afraid of that ancient language she researches. Because I can barely understand any of it. What if she Да не uses такая уж она и ancient texts? древняя. Even so, what if researchers from 100 years ago like to use ancient languages in their books? Вперед, в антикварный. Вон, где у меня этот? Все вроде пройдено. Все куплено уже. Куплено, раскуплено.
Это цветочная погоня, ну так, в принципе, прикольная штука была. Песнь ветров мне понравилась, потому что там можно было инструменты выбирать. А так, я не знаю, что-то как-то на консоли это проходить трындец. Так что пришлось на телефоне проходить. А снимки прикольные, как обычно. Встал, пофоткался, сохранил даже что-то для себя. Так что очень даже хорошо. Где ваши уличные базары? Анимонии? Ой, я что-то не помню про анимонию. Ну, праздник морских фонарей был прикольным вообще. Особенно там последний акт, где они за столом сидели. Это вообще прям напряженнейшее. Прям как будто бы аниме посмотрел. Wow, you actually found it. I never thought this book would ever get sold. All right, that's our teaching material secured. We also now know what to call this course. Analysis of classical texts. Can I take a look? Luckily, the language being used here isn't ancient at all. As long as the writing is good, readers won't need any illustrations to imagine the scenes. Worry not. I shall thoroughly explain the difficult sections. You'll like this book. After all this time. I wonder if Aaliyah and Aziz ended up together. Sir, do you have the subsequent volumes of this series? I don't think so. Is that so? And here I thought I could finally read the ending. If I'm to use it as a teaching material, it's better to start earlier in the series. Where are the first 4 volumes? I don't have those either. Is this series really that popular? No. It's not popular at all. Rather, there's absolutely no demand for it. No demand? Impossible. Back then, I'd come across at least 3 groups of people talking about it during a single stroll at the academia. Seriously? No one told me that this book was anything special when I... Where did you get this from? Can you still contact the seller? I'm afraid not. This book was sold together with a whole bunch of antique furniture. I didn't even notice it initially. Otherwise, the Matra would have come knocking. Wait, is this book actually worth a lot? It can't be, right? Не, он иначе цену загнет. That's impossible. No matter how strict the academia was, there's no way Tales of Shariar could have fallen into such a state. I do remember a passerby skimming through the book a few days ago. However, he simply sighed and left. He sighed? Why would he react like that? I'm sorry. Traveler, Kale, please give me a moment. Why is there another misunderstanding between Ali and Aziz? Also, why is there no mention of the Desert Gem at all? And a new character is introduced with no foreshadowing at all? Also, what are all these new names and terms? Is this really the Tales of Shariar I know? Well, that passerby reacted in much the same way. It's Maddah from the cafe over there. You know, the fellow who spends all day telling the legend of Antara. Since that's also a very old story, maybe he knows a thing or two about that, Then let's go ask around at the cafe. Huh? Oh, yes. Вперед за книжками! Another day, another empty room. Excuse me? But are you Maddah? Мадам. Yes. Are you here to listen to my story? Well, we actually came to ask about something else. Sorry. It's fine. I'm used to it, more or less. So, how can this terribly unpopular storyteller help you? Do you know about Tales of Shariar? А, дыхание анимонии, это который сейчас идет? А я думал, это праздник ветряных цветов.
of Shariar? Why, I can Да, на barely PlayStation remember не the играю. last time anyone Вон talked же, about пожалуйста, it. там внизу этот подтвердите авто, это крестик и квадрат. My master always talked about how incredibly popular that book used to be. Не знаю, единственное преимущество то, что при рыбалке у тебя адаптивные курки работают, а еще можно сдуть пайман своим воздухом. Вот это пока все новшества, которые я заметил. Your master? Yes, the one who taught me how to be a storyteller. He said that Tales of Shariar was written by his master's master's master. He also said that this great-great-grandmaster was an academia researcher, and that even the sages liked the series. He wrote 4 volumes back then, and the reviews just got better and better. You couldn't find a single person in Sumeru who hadn't read his books. And then? What happened next? Why doesn't anyone know about Tales of Shariar now? Oh, it's hard to tell when it comes to trends. One day everyone likes stories like that, and the next day their tastes change completely. Instead of writing a proper ending, this great-great-grandmaster kept trying to extend the story. To tap into popular trends, he added a lot of tropes. Then, starting from the 5th volume, the reviews started to go downhill. How could that be? Then what happened to Tales of Shariar in the end? Ну да, сдуть пайман это функция, которая есть для игроков в PlayStation 5. In the end, Сейчас я выйду и he покажу. got so infuriated that he Я в stopped диалоге. writing altogether and What? So there's no ending? The readers didn't care? by that time, only a very small number of people were reading Tales of Shariar. Anyway, my master probably exaggerated. How could a work possibly have been that popular? The only tangible thing my great-great-grandmaster left is the original draft of Legend of Antara. He also left behind many theses from his research phase. When my master talked about Legend of Antara, he'd even quote from those theses. My master is a much better storyteller. На PS4? Even when we're Ну telling да, the там same такого story нету. about Antara, he's always able to draw in a huge crowd. But even he won't recite Tales of Shariar due to its ever-changing writing style and its... So, Antara's story is the one that lasted through the years. Well, not even sages can definitively ascertain the quality of something like a story. Only time? Only time. Madame Faruzan? It's been 100 years. Perhaps some things I once believed to be great aren't so after all. Да ладно, не так уж и важно. Главное, она тебе не нравится. Master helped me find a lot of famous books at first, but in the end, I realized that I couldn't get into them. Да ладно, прямо-таки очень нужная функция сдувать пайман с меню. How good those stories are. Huh. That is true. Readers' interests and trends of a time are not things that are so easily predicted. What was popular 100 years ago could be completely forgotten in modern times. If Tales of Shariar hadn't chased after trends and instead stuck to its original style from start to finish, it might have stood some chance of gaining renewed popularity. Huh? Our conversation just got a lot more serious. I don't really get what you're talking about, but it does sound sensible. Looks like I also have to hang in there and tell Antara's story well. Стоит подумать и о доходе. How unseemly. I almost got carried away because of a single book. No, it's much too old. Kale, you found a book that you liked at the bookstall? Yes, but... Then we'll use that book as our teaching material. Now that I think about it, using a book that you like is the most suitable choice for teaching you how to read. As for the academia, as long as we come up with an appropriate course name, we should be able to get away with this. Хоть что-то интересное в меню? Да ладно. Там куча всего интересного и вне меню есть. My, it sounds like you've dealt with the academia before. Now then, let's return to the book vendor in a bit and buy the latest volume of this Onibudo for... But if I wish to use it as teaching material, I have to read it first. Huh? Speaking of which,
Other than third eye of perception and illusory mirror, I also espy some unfamiliar phrases from the reader's messages at the back of the book. Such things as, even if it reminds me of my dark history, I still can't help but be drawn in by the story. And the author has written all the things that I only dare whisper into a tree hollow. Why do people use dark history to refer to awkward or embarrassing memories? If one of our learning objectives was researching linguistic changes over the past 100 years, it might make it easier to get these books approved as teaching material. Oh, I can tell you what that's all about. Apparently, in their youth, some people used to imagine themselves as someone burdened by fate, fighting against the world. Это Эмма. But as they grew older, they started to become embarrassed by such memories. You know, I suddenly have the urge to hear a story about Antara. Huh? Why so suddenly? I knew it. There will always be people who love the golden oldies. Все. Еще одна часть пройдена. Таран-та-таран. Не, тебя могут убить, если ты только в этом самом в кооперативе играешь. Ну что тут такого? Сейчас мне наушники даже приходится отключать. Сейчас, вот. Прям интересно. Правда, в наушниках это не работает. Ладно, все, подули на Пайман. Так, еще 2 концовки осталось. Так, там разветвления какие-нибудь есть сверху? Нет? Одно. И здесь 2. Значит, идем опять на среднюю. Где тут выход? Это выход? Это выход. Так, это мы уже проходили. Надо придумать, как помочь ей выбраться. Есть пару мыслей. Все. Так, нужно разрулить ситуацию так, чтобы она не пошла туда же. Так, это мы разговаривали. Yes. Why, that lad didn't make it very clear in his letter, now did he? Yeah, that's right! Wait. Opportunities for collaborative research. Also, there isn't much overlap. A fully automated... A fully automated... Precisely. I saw a similar... A mechanism... Блин, я вроде туда... Я вроде по этой ветке шел. An official proposal. I'll go inform... Sure. I'll be... Phew. Even though this is a... Wow! Who knows? Huh? If I'm right... Так, я туда иду? Блин, я не туда иду. What now? Master said there's I feel for Mac, but if I get her in Давай поможем ей уладить дела, но точно, потому что там только в одном направлении идем. Во, тогда я один пошел. We're back, Madam Faruzan. The traveler said that. Oh, why I couldn't ask for more. Is that so? Now, should I apply to? Во. I don't know if I don't belong to Kasharawar, which specializes in researching mechanisms, nor am I in Spontamod, which specializes in researching energy. She has been invited to Kasharawar multiple times to continue her research, but just listen to how they introduce themselves. In the future, Kasharawar will be the only Darshan with the ability to research mechanisms. Besides, the current Kasharawar is more concerned about how mechanisms can be used in everyday life. If they're trying to use the collaborative project as an excuse to have me reconsider again... No, that's not it. The request this time is from Akara Crafts. The representative of Kasharawar recommended you to them, Madam Faruzan.
In truth, she told me that it's because she respects you a lot. А, изображение кнопок такое же и на ПК, если геймпад... хотя да, логично. Когда ты геймпад подключаешь, у тебя все равно все кнопки такие же. Oh, respect? Putting aside my ideological differences with Kusharawar, I suppose I must acknowledge this attitude of theirs. Yeah, Akara Crafts is a pretty nice shop. Since both of you feel as such, I shall first hear this proposal. In summary, Akara Crafts wants to design a series of early learning toys that will cultivate curiosity and learning in children. Early learning toys. The academia agreed to work with them because they hope that these toys can help children become excellent researchers in the future. True. The current academia is in need of some new blood. Madam Faruzan, you still haven't found any students? Anise, Kasharawar's representative, should be staying in the inn at Port Ormos. Port Ormos? Now there's a place I haven't been to in a long time. I probably can't join you since Port Ormos is a little far from here. No worries. Go do your homework, Kale. Once I'm done with everything here, I'll head over to Pardistii. Я помогу. Why, I'd even call this a rare chance for a curious researcher like myself. Отлично. Все, по этой ветке я не шел, это точно. На PS4 темные фигурки? Ну, не знаю, не знаю. У меня PS4 не было никогда. Я даже не знаю, как она выглядит. У меня знакомые с PS4 не играют. Где пятница? Пятница на дворе. Сегодня же пятница. Madam Faruzan! Oh, it's really you. All right, calm down. Мора и мне нужна, так что вот, собираем. Сегодня не вторник. After all, you're here as representatives of the academia in this collaboration. Either way, it's good that you were willing to come. Now, we've given Akara Crafts many ideas over the past couple of days. However, their owner thinks that our designs Прошел все are встречи, too красава. complicated, which will drive production costs Я вот тоже too хочу far пройти up. последнюю встречу. That's expected. Students who have never had to deal with budgetary constraints probably don't understand how important it is to keep costs low. If you join the Kusharawar, your budget will be as big as you want it to be. I guarantee it. That's enough. I will not repeat myself. Take me to Akara Crafts owner first, if you please. All right. He's usually at the slope up ahead recruiting volunteers to test out his toys. Let's just head over. В играх PS кнопки, как правило, цветные. Не знаю, обычно у Xbox же они цветные. Ой, 81 метр, какой ужас. Когда-нибудь общались с человеком едва знакомым, живущим в 3000 километрах? Конечно. Mamdu, the one I recommended is here. Oh, so you're, Madam Faruzan? Yes, that's me. Oh, wonderful. We haven't been able to make any progress on our collaboration recently. We've made many suggestions, but Miss Anise thought that those ideas were too simple and wouldn't be effective in training the mind. These early learning toys are meant to help the academia train future researchers, after all. If they're too simple, then how are they any different from regular toys? But if they're too complicated, not only will they be expensive to produce considering our production capabilities, but they won't have much broad appeal to Sumeru's children. So the design can't be too complicated, but it can't be too easy to play with either. I remember that in your notes. Many Да, contraptions встреча have managed изи. to fulfill complex functions despite Тем более using то, что simple есть parts. возможность переключения. Там, где ты остановился, и не надо все по новой проходить. И ответы, то, что еще помечают, тоже очень хорошо. Так что действительно все довольно-таки изишно. The
contraptions in my notes. I didn't create those. I simply took the contraptions in the ruins apart and analyzed them. But now that you mention it, the ruins did have things like that. Do You have an idea already? I suppose I should have expected as much of a respected Пошел academia дальше говорить. senior Давай. researcher. Удачи. We do have those. Спасибо, что смотрел. Please, help yourself. Oh, you're done already? Что это? Let me explain. These 3 thick lines represent 3 poles. These paper strips of varying lengths represent rings of different sizes. Well, that is easier to make than I expected. That's very simple as well. You just need to shift the tower from this pole to another pole. Блин, ну это опасная игрушка, на стержни можно наткнуться, так что это все очень так. Isn't this a little too simple? Of course, when moving each ring, the paper strips in this case, you must follow one rule. You can only move one ring at a time, and you can't place a bigger ring on top of a smaller one. It's like building a tower. The rings in the 3 poles must be stacked from big to small. I named this toy Pagoda Stack. Pagoda stack. Pagoda stack. That sounds way too simple. Even I feel like it's missing something. Give it a try and you'll find out if it's simple or not. I heard from Anis that you find volunteers to try out the toys, right? It's such a simple toy. There's no need to... Mandu, let's just do as she says. Huh? And that's how you play this game. You can all give it a try. Let's see who's able to move the tower Там кнопки to такие another же pole in the на PS3, smallest но на number of PS3 steps. вообще не играл. У меня вот первая консоль это PlayStation 5 и все. You called everyone here for such a simple toy? It doesn't look like it'll take that many steps. Come on, we all promised to help Mr. Mamdu test out the new toys. He said he'd give us new Genius Invocation TCG cards. О, опять. Значит, пообещали. Ugh, fine. Let's get this over and done with so we can head back and play cards. Done. It took me 19 steps. Huh? It took me over 20 steps. I only needed 18 steps. Not bad. Looks like you're all familiar with the rules now. Then let's increase the difficulty. The next tower will be 5 layers tall. Now then, give it a shot. О, какой ужас. Wait, there's more? Well, since we're already here, why don't we just give it a try? An extra layer shouldn't make it that much harder, right? What's going on? I've already moved over 30 steps, but I'm still not done yet. Геймпады были с серыми и цветными кнопками? Не знаю, у меня геймпад от Xbox только был для компа, я его себе брал. А на этом вообще просто треугольник, квадраты, все. I'm almost done. Done! It took me 35 steps. What? How? This pagoda stack toy is pretty fun to play with. Good. We'll try it one final time. This time we'll add 2 more layers, making 7 layers in total. Какой ужас, они сейчас убегут все. Mamdu, we've still got quite a few paper strips here. Why don't you give this a go as well? Do you need that many steps for something this simple? Let me try. Madam Faruzan, allow me to try it as well. You were looking at it quite seriously just now. Are you starting to understand the principles involved? I think so. If you want to test out your hypothesis, you'll just have to play and find out. Got it. Ah, we don't have enough paper strips left for you, Traveler. However, by the looks of things, you seem to have the game figured out. Почти. Why don't you guess what the lowest number of steps needed to solve a 7-layer pagoda stack is? Стоп. What a shame. You were close. However, let's see how well they do then. If I move this small ring, then the big one won't be able to go on top of it. Oh, this is going to take more steps than I expected. I've lost count of how many steps I've taken. Can I restart? This got a lot harder. I solved it. Madam Faruzan, it takes 127 steps in total. That many? But there are only 7 layers.
For every extra layer in the pagoda stack, the move order you need to consider becomes much more complex. More accurately, it will require double the steps, plus 1 each time. You did well. You didn't underestimate the principles behind it just because it's an early learning toy. The complexity of any given contraption isn't determined by the number of parts it has. Oh, I see. No wonder you emphasized in your notes that no contraption should ever be underestimated. I see. So even a simple toy can become complex with the right set of rules. That's right. The rules used for Pagoda Stack are the simplest kind when it comes to ancient contraption-making techniques. I could spend some time picking out all those machines that do something similar and write you a reference book. Once that happens, you can give the volunteers the reference book and paper prototypes and find out which toy is the most popular. Do you have any other toys? Yeah! When can we play with them? In about 2 days or so, I think. Of course. I'd be honored. 2 days should be enough for us to find more volunteers. Блин, через 2 дня прийти. Most welcome. Thank you for coming here with me today. Пожалуйста. Все? Покиньте Порт-Осмос? Ну ладно. Покидаю. А как его покинуть? I'll be going then. Say hi to Tainari and Kale for me if you can. A niece. We haven't had much time to get to know each other. She's able to calmly figure out the basic principles behind something without being influenced by others. I'll do my best to teach her over the next few days. Well, her interest lies in the application of mechanisms. I do have some old knowledge to share, but if we think about the future, it's easier for her to learn the things she's interested in if she stays in Kasharawar. My research into mechanisms is, in a sense, a side effect of my research into ancient... Противный голос у мальчика, ну, тут парочка есть таких все-таки голосов, которые такие... Ну, в основном на слух воспринимается нормально. However, if she develops an interest in deciphering ancient texts over the... If I successfully poach a student, those young punks at Haravatat will have one less reason to cut my budget. Perhaps if this collaborative project goes smoothly, I can even ignore Haravatat and ask for a higher budget directly from the academia. У тебя уже есть идеи? Oh, I could come up with lots of ideas. With Anissa's help, 2 days will be enough for our work. Так, а можно проще и интересней? If no one understands the reference book, it doesn't matter how detailed it is. It's better to make it simpler and fun so that children will be interested in the subject. Thank you. I'll take your opinion into account. Все, зашибись. Сейчас будет подождите 2 дня, да? Ну, блин, я так и знал, все. Ждем. Это типичная озвучка? Нормально, типичная озвучка такого ребенка, который... Я не хочу играть. Хочу играть в карты. Все, прошло 2 дня. Так, и где ваши супер невероятные игрушки? Oh, you're here. We're just starting to set up the venue. We've called up everyone we possibly could have. My masterpiece is going to be exhibited after all. Целая толпа. And if we activate this little mechanism, a Sumeru rose will appear at the top of the cane. Oh, I thought it came out of thin air! It's amazing! If the mechanism was bigger, you could make a rabbit appear, right? Then you can't use a cane. Could you switch it out with a hat or something? You're applying what you learned creatively. Let's look at the next page. If you fold an origami bird like this... Whoa. You can make a mechanism using just a piece of paper? Это же оригами. The principles at play are even more important than the parts that make up a mechanism. These are pretty cool. I'm tempted to try them out. I'm not that interested in toys, but if they'll be beneficial for children's development... Everyone, we have paper prototypes and craft materials that you can use to make your own toys. Come try them out. This is such a well-prepared event. But we want to play too! It's fine. We have a lot of paper prototypes and craft materials.
Oh, my origami bird flew further this time. Оригами. Professor Faruzan, how can I make mine fly further? Just madam will do. Maybe in the future, you may indeed get the chance to call me Professor. You may wish to pay attention to these few details. Here, for example. Wow, it really did fly farther. Madam Faruzan, will we learn origami at the Academia? Of course you will. If you become a researcher, you can explore any field you like to your heart's content. Да-да-да, мне в колледже точно так же обещали. Что-то не то. In the future, if you want, you can even become one of my students. But Mom and Dad said that there are 6 Darshans in the Academia. Which Darshan teaches about mechanisms in origami? Well, in this case, it wouldn't be Haravatat. I know. We need to choose Kasharawar. Huh? I want to attend Kasharawar in the future and fold even better origami birds. I want to make even more awesome mechanisms. Actually, the other Darshans do have their own specialties too. For example, Haravatat Бандитом specializes станет. in... Pay attention, children. How did this happen? What if we end up in a Darshan we don't like? Does that mean that we won't get to learn about the things we do like? No, that won't happen. Take me, for example. I'm a researcher from Haravatat. The only person able to restrict your curiosity as a researcher is you. Not... Huh. It's all right. Let me tell you a story about pressure-based mechanisms and elemental monuments. Да, весело. Все, сохранить эту великолепную фотографию, повешу ее у себя в чайнике. Так, и там осталась последняя, да? Так. Во, будущие ученики. Так, время вопросов и ответов. О, как я вовремя. Это опять мне 2 дня ждать. I'll be going then. Say hi to Ty. You want to ask why I'm unwilling to join them. Yeah, putting aside the fact that they're too full of themselves. I actually have no issue with their research methodologies, and after all, knowledge is either right or wrong, no matter what corner of the unknown they shed light on. Because I believe wholeheartedly in that principle, even if the others call my research useless, as long as the knowledge I gain from it is accurate, it could become useful in the future. In the end, useful and useless are concepts that shouldn't be used to evaluate knowledge. When I first started deciphering ancient documents, I didn't think about how it'd be useful to Kasharawar. That's why there's no need for me to join them to do useful research. Still... Ладно, тебе тоже пока, тоже удачи, спасибо. Так, а что за совместный проект? Explanations are a core part of early development by using detailed and accurate illustration. Thank you. Пожалуйста, сейчас все пойдет не так, да? Так, момент. Так, еще опять подождите 2 дня. Смотришь мультик, где все плачут? Почему? Зачем? Зачем такое смотреть? Это же очень грустно.
Так, пришло время заключительной части этой невероятной встречи. Oh, you're here. We're just... We've called up every... Так, вот и начало. To sum up, the 24 forms of pressure-based puzzle All right, let's go to the next page. Now, I'll explain the base layer design of elemental monuments. Are we done yet? I don't understand any of it at all. Are these really toys? They sound a bit too dangerous. Oh. О, ты чё тут забыл? Well, we've prepared paper... Oh, this is no fun. Can I try another toy? I want to go home and play Genius Invocation TCG. Forget Этот it. спит I еще. don't think anyone... I should go home and... Да, скомкано. How did this happen? Forget about getting opinions from others. I'm sorry. I think we miscalculated. No, you simply gave suggestions. I will find a way to make up for this error. Please, give me some time. I'll write another reference book. Excuse me, but are you the one who wrote this reference book? Yes. Модеры где? Ah, you're that man mountain who was in the crowd just... Do I stand out that much? Well, let me introduce myself. I'm Kamal. What's the branch master doing here? I came to Port Ormos to visit some old friends. On the way over, I saw the booklet you were handing out, so can you print a few more copies of this booklet and sell them to the Adventurers Guild? Also, could you make full-fledged... What does the Adventurers Guild want with these toys? You may see them as toys, but to adventurers who need to deal with all sorts of machines Какой and Бравл contraptions Старс? within Бравл ancient Старс ruins, отстой. this booklet is a true Genshin treasure. рулит. We have many members who can't read, even if the academia granted public access to all their books. Ah, and our booklet is practically all pictures. Well, it is designed for children. It might be a bit too difficult for children, but it's perfect for adventurers. If you can make wooden versions if we can supply a model set for each branch, and if each adventurer carries a booklet with them... You really think so? I mean, yes. I always knew it. No. Making models of contraptions for the Adventurers Guild? We'll probably have to send in a separate application, but it shouldn't be an issue. After all, this concerns safety during the exploration of ruins. Then let's cut to the chase and discuss the details of our first order. The amount we're offering to pay in advance is... this much. Зашибись. Все. Отлично. Все встречи пройдены. Все награды получены. Прекрасно. Так. Понабрали вообще. Блин, не хватит. Не хватит. А чтобы прокачать Лайлочку хватит? Не, даже столько не хватит. Моры все равно как не было, так и нету. Так, который там час? 10:06. Что все? Какую смолу трать? 9 вот этих? Алло, я ее, блин, с самого начала трачу. Смолы нету уже давно. Смолу трать. Смешной ты. Все. В общем, на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел, кто не смотрел. Всем хорошего завершения недели. Прочих благ и всяких штук. Так что всем спасибо, до свидания, пока. Уи. Блин, нет, я хотел спрыгнуть прямо в воду. Можно мне спрыгнуть в воду? Все.
До